Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане. Многим из нас она запомнится как разноформатный, экспериментальный, немного сумбурный, но увлекательный фэшн-марафон, где именитые бренды представили свои новые коллекции осень-зима 2025-2026. Среди них провокационные Versace и Diesel, неоднозначные Gucci и Bleu Marie, потрясающие Prada и Dolce Gabbana, чувственные Этро и Альберто Ферретти, ироничный Москино, уютный Миссони и, как всегда, элегантные Армани, Макс Мара и Луиза Спаньоли. Миланские показы оказались достаточно насыщенными на интересные детали, которые мы с вами, друзья, только и успевали подмечать. И вот теперь пришла пора подводить итоги, то есть определиться с самыми актуальными модными трендами. Очень надеюсь, мои дорогие подписчики и гости канала, вы не забудете отметить это видео лайком и черкнуть пару слов в комментариях. Огромнейшее спасибо всем за поддержку, приятного просмотра! Первым делом среди самых главных тенденций отмечу максимальное внимание брендов к меховым изделиям, которыми дизайнеры от души наполнили осенне-зимние коллекции. На подиуме в Милане случился настоящий меховой бум и даже какой-то меховой беспредел. Что ж, долгое сдерживание ранее и практически отказ от пушистой теплой фактуры сыграли с модной индустрией, да и с нами, злую шутку. Теперь мех не просто вернулся в нашу жизнь, он жадно поглотил наш гардероб, не оставляя шансов на отказ. Как результат, на миланских показах появились шубы оверсайз всех мастей, брюки и юбки, накидки, горжетки и длинные шарфы, а еще шапки-ушанки, меховая обувь, сумки и рюкзаки. Здесь стоит заметить, в фаворитах сегодня искусственный мех. Как же иначе? Ни один зверек при производстве этих теплых вещей не пострадал. По крайней мере, так нас заверяют модные бренды. В этом сезоне они хором отказались от натурального меха и сменили соболь, норку, каракуль на стриженную овчину. Свою меховую историю длиной в целую 100 лет рассказал в юбилейной коллекции дом моды Fendi, который еще в 60-е прошлой эпохи превратил роскошные, но громоздкие шубы в стильные наряды. Скульптурного кроя пальто, платья, куртки-жакеты. На презентации осенне-зимней линейки Gucci от штатной команды дизайнеров тоже было принято решение добавить образом нотки ретро и, как когда-то в коллекции 1955-го, замиксовать объемный мех с ажурным кружевом, либо с тонким парящим шелком. А вот у Dolce Gabbana получилась совсем иная трактовка популярного тренда. Главные героини подиума нынче – крутые девчонки. Они сочетают мех с вещами в байкерском стиле, носят джинсовки и куртки-парки с тяжелой меховой отделкой, пальто Макси под леопарда. И еще один интересный момент. В наш гардероб возвращаются теплые меховые уборы. Все внимание теперь на шапки-ушанки, очень пушистые и объемные. На показе коллекции Этро, к примеру, они возвышались над головами моделей на полметра, а может и больше. Название следующей актуальной тенденции я озвучу как модный винтаж. Более точно, это видавшая виды кожа. То есть в идеале ваша кожаная одежда должна быть с заметными потертостями и ни в коем случае не выглядеть глянцево новой. Дизайнеры абсолютно уверены, что любые вещи из кожи с годами становятся только лучше, приобретая за счет износа невероятно красивый эффект. Но если состаренный вид одежды вам не по вкусу, то обращаю внимание на хорошие копии фасонов из прошлого. Сюда же в копилочку добавлю еще один микротренд в виде расцветки под кожу питона, либо хищный окрас. Можно включить в свой наряд как одну акцентную деталь, так и повторить яркий Total Look из линейки на осень под маркой Sportmax или Fendi. Его Величество бархат. Очень возможно, в скором времени мы увидим роскошный бархат не только в торжественных образах для выхода в свет, но и на наших улицах в качестве повседневной, стильной и модной одежды. Чтобы следовать тренду, но не скатиться в излишнюю театральность и драматичность, стараемся повторить аутфиты, созданные итальянскими мастерами, в которых приятная на ощупь ткань деликатно окружает силуэт мягкими складками. По примеру Роберто Кавалли и Эмпорио Армани бархатные брюки комбинируем с блузой-рубашкой. В платье Макс Мара талию подчеркнем кожаным брутальным ремнем.
А с легкой подачи Ferrari создаем монохромный ансамбль, где юбку из бархата сочетаем с кожаной курткой. Модная бахрома. Пожалуй, один из самых стабильных трендов, который кочует из сезона в сезон и всегда задает правильный вектор движения. Текстильная, кожаная или вязаная, теперь она не только декор, но и полноправная часть нашего гардероба. Благодаря стараниям кутюрье тренд получил множество воплощений, от минималистичных до богемных. От эффектно развивающихся длинных прядей до изящных вариантов из нити бисера или в виде заметной отделки на трикотаже. Помимо основной функции украсить наряд, добавить динамики в образ, длинная бахрома из более жестких материалов в коллекциях таких брендов, как Жюль Зандер, Sportmax, Ferrari, выглядит на одежде как защитная броня. Тренд на акцентные плечи. Среди основных примет стильного образа на миланских показах его было сложно упустить из виду. На подиуме то и дело мелькали бушлаты, плечистые пальто, чаще всего в темной палитре – сером, бургунде, бутылочно-зеленом и, разумеется, черном. Причем все эти плечистые опции включали разные направления. Кто-то сделал ставку на острые версии, у кого-то получилась классическая униформа. Самым востребованным оказался приталенный силуэт с покатыми плечами, как в линейке от Prada. Следующая популярная фэшн-фишка в гардеробе на холодный сезон – многослойность. И этот прием не столько про эстетику, сколько про функциональность. Что особенно актуально в условиях нашего климата. Прекрасный пример того, как гармонично объединить стиль и практичность. Правда, в Милане нам озвучили немного необычное правило. Теперь мы можем наслаивать все, что только придет в голову. Это может быть как несколько одинаковых по сути вещей, так и намеренно небрежное сочетание, казалось бы, несовместимой одежды. Бренд Antipryma комбинирует сразу две спортивные куртки. У Missoni к двум свитерам с высоким воротом рекомендуют добавить еще и кардиган. А в образах марки Sportmax миксуют две шерстяные рубашки. Что ж, когда дизайнеры так настойчивы, я думаю, стоит прислушаться. Вязаный Total Look. В данной модной тенденции как нельзя лучше воплотились элегантность, женственность и чувство комфорта. На мой взгляд, одно из самых универсальных решений для прохладной поры. В этом вопросе бренды постарались угодить всем без исключения. Они умело играют с оттенками и узорами, либо делают удачную ставку на монохром. Лично мне понравились все вариации, начиная от ярких трикотажных нарядов Луиза Спаньоли до многослойных меланжевых образов Тотс и Альберто Ферретти. При составлении повседневного аутфита этой осенью вспоминаем про базовую юбку-карандаш. В новых коллекциях она, к удивлению многих, оказалась главным элементом модного лука. Нынче дизайнеры дружно модернизировали знакомую вещь. Так что скучно не будет. Ведь теперь можно выбрать модель с вышивкой, либо с пайетками и кристаллами, с ажурным кружевом, кожаную с бахромой или прозрачную, в смелом ярком оттенке или с принтом. Не упускаем из виду и всегда актуальный деним. Интересную версию с узором под леопарда представила Элизабета Франки. Здесь вместо пятнистого рисунка мы видим тончайшую ткань с фактурным напылением. В гардеробе от Prada тоже имеется необычная юбка-карандаш. Она почему-то напоминает рубашку. Среди стильных деталей на миланских показах львиную долю внимания публики получили ремни и пояса. Так что в ближайшее время спрос на данные аксессуары точно вырастет в разы. Ведь чем больше ремней, тем лучше. Да, пришло время затянуть пояса. В хорошем смысле, конечно. Носить их можно как по прямому назначению, так и в качестве декоративных украшений. Самая модная опция – пояс поверх абсолютно любой одежды, будь то объемная шуба, вязаный кардиган или нарядное платье. Второй сезон подряд наблюдаю неутихающую страсть дизайнеров к черному цвету. Казалось бы, вот только что новым черным был объявлен коричневый. Но итальянские бренды с этим тезисом не согласились и заявили, лучше черного может быть только черный. Драматичные образы Total Black стали героями практически каждой коллекции. Они открывали модное действо, либо триумфально появлялись на шоу в финале. Вдохновение ловим у Блемари, Макс Мара, Альберто Ферретти, Эрмано Шервина, Версаче, Роберто Кавалли. На полном контрасте с темным уверенно выступил на подиуме в Милане светлый розовый. По итогам недели моды интерес к нему вырос значительно.
И пусть розовый тон считается совсем не характерным для традиционной осенне-зимней палитры, однако вписать его в гардероб на холодный сезон вам будет проще, чем кажется на первый взгляд. Розовый гармонично комбинируется с контрастными оттенками и не только. Эффектно смотрится в тканях плотной фактуры и нежно в шелке и трикотаже. Сумка нестандартной формы. Тренд не новый, но он все еще работает. Здесь главное правило: чем причудливее контуры изделия, тем лучше. Ведущий эксперт в этом вопросе, вне всяких сомнений, креативный директор дома Москина. Ведь для него, как и для самого основателя одноименной марки, в тренде всегда игра и ирония, где настоящая мода – это не только про элегантность, но и про веселье. Не случайно аксессуары Москина получили звание самых вирусных в фэшн-среде. Но если вы не готовы решиться на выбор сумки в виде пасты с томатами черри, в форме бутылки вина, забавного барашка, глобуса или упаковки миланского печенья, то бумажный кораблик – вполне универсальная вещь. Сумка смотрится и необычно, и достаточно нейтрально. Металлическое настроение. Так я назову заключительный в моем обзоре тренд. Дизайнеры вдруг решили, что нам могут срочно понадобиться кольчужное платье, бра-топ из жестких пластин, любые аксессуары с шипами, люверсами и заклепками. В результате в коллекциях Жиль Зандер и Альберто Ферретти мы видим наряды, плотно покрытые серебристыми пайетками. У Блю Марии ставку сделали на декоративные цветы из металла. Но самой успешной в плане воплощения тренда, как всегда, оказалась Донателла Версаче. Напоследок, друзья, напомню о главном. Тренды приходят и уходят, а носить стоит то, что в первую очередь идет лично вам, что будет к лицу и соответствует типу фигуры. Пусть ваш стильный наряд будет всегда ко времени и к месту. А в остальном ограничений нет. С интересом, мои дорогие зрители, жду обсуждения модных тенденций, которыми отличился Милан, в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо огромное за поддержку канала. Всем красоты, удачи в поиске стильных обновок, и пусть любой, даже пасмурный день начинается с теплой улыбки и позитивного, солнечного настроения.